Всем доброго вечера. Сниму небольшое вступление, а потом перейду к регионам России. Предсказания. Помните песню Высоцкого? Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века жгли люди на кострах. Есть другое выражение. Нет пророка в Отечестве своем. Я заметила один феномен. Иностранцы, люди, которые вне нашего государства, неважно, русскоязычные, нет, понимают по-русски, переводят. Они с очень большим интересом следят за моими предсказаниями. Потому что я даю просто инструкцию по выживанию. И учитывая все за и против данного года, они так и строят свою карьеру, жизнь, бизнес и так далее. А у нас народ почему-то понимает это только после. Человек, я хочу сказать большое спасибо, Ирина. Она сделала очень большое дело и делает сама по своей инициативе. Начала выписывать все мои предсказания. И когда оно сбывается, причем они сбываются часто, это же не на один день, это периодически повторяющиеся события. Она всегда делает такие нарезки новостей из известных газет, журналов, политических сводок и так далее, и показывает наглядно. У меня на канале есть такие массивные большие видео, аж на час-два почти. Называется «Предсказания сбываются», «Предсказания сбылись». А есть маленькие видео, шортс или другие, когда я все время выставляю вот мои слова в начале года или в конце того года, ну, практически одно и то же, и событие, которое сбылось. Это вот для таких вот бесчестных людей, которые специально хотят какую-нибудь гадость написать. Но если вы настолько... Знаете, вы, может быть, не слепые глазами, но вы слепые душой, поэтому вы пришли не за правдой, вы пришли обосрать. Таким людям хоть, знаете, покажи, прям сунь в глаза, они скажут, что это, не знаю. Какие-то идиоты начали писать, что мне все эту информацию дают спецслужбы. Ну вот, правда, вы серьезно полагаете, что спецслужбы ходят, дают информацию о своих планах на следующий день, чтобы я вышла всему народу, рассказала? Мне очень жаль таких людей, правда. Я вот смотрю, честно, мы не умеем любить свою страну. Я вам больше скажу, многие люди ненавидят свою страну. Страну, которая, ну, во-первых, нет страны, не было, никогда и не будет, где все хорошо и идеально. Правители – это люди, как мы с вами, смертные люди, несовершенные, они совершают ошибки, они совершают преступления. И поскольку правители – люди, человеки, под руководством человеков человек счастлив не будет. Вот если бы правители были боги или какие-то высокодуховные создания, которые просто судили бы справедливо, выносили бы вердикт справедливо, все было бы по справедливости, вот тогда, может быть, было бы идеальное общество. Но поскольку правители такие же люди, как мы с вами, которым присущи все человеческие пороки и добродетели, то понятное дело, что совершенно прекрасного государства в истории человечества не было и, к сожалению, не предвидится. Однако, понимая плюсы и минусы этого года,
можно очень многое для себя понять, сделать выводы и правильно жить. Когда ты правильно живешь, у тебя правильные, нужные, хорошие результаты. Как говорила Екатерина Великая, моя удача – это следствие невидимых для вас череды правильно принятых решений. Понимаете, вот и все. Есть люди, которым хочется слышать только плохое. Они получают энергию от этого. Многие всякие там магуи всех мастей, зная вот эту особенность людей, любят запугивать. Все будет плохо. Они там собираются, они такие счастливые, хаят всех. Это люди, которые в своей жизни ничего не добились и не добьются никогда. И ради того, чтобы сама оправдаться перед собой, они должны винить всех. Сталина, Ленина, Горбачева, Путина, всех на свете. Согласна, эти персонажи тоже в чем-то, может, виноваты, но на самом деле каждый сам кузнец своего счастья. Если ты не делаешь ничего, у тебя не будет ничего. Из ничего и будет ничего, понимаете? Поэтому объяснять таким людям бесполезно. Они холерики, они обожают плакать. У них всегда все плохо, и нужно побольше говорить плохого, чтобы им понравиться. Но дело в том, что я прихожу сюда и снимаю эти видео не для того, чтобы кому-то понравиться, а чтобы говорить то, что есть. Я не имею права говорить то, что мне хотелось бы. Это наказуемо для меня. И второй тип людей. Ой, настроение упало, что-то вы не сказали вот так, а вот я хотела, чтобы так было. Заказы раздают. Я снимаю видео не ради вашего хорошего настроения. Я говорю то, что будет. И когда вы, а вот не сказали вот в этом районе, что будет. Господа, каждый год мужики женятся, бабы выходят замуж. Мы же не на это делаем акцент, в каком селе корова сколько телят родила и свинья как опоросилась. Мы говорим о тех вещах, которые судьбоносные, могут повлиять на судьбу целого народа. Правда? Еще есть категория людей, которые... Я и так все знаю это. Я и так знала это все. Да это и так было понятно. А зачем ты сюда притащилась? Для чего? Всякие разные предсказатели, которых никто в жизни не слышал и не видел. Это было вот так. Надо было сказать вот это. Если вы обладаете определенными знаниями, как вам кажется. Раньше более грубо говорила, сейчас скажу понежнее. Никаких проблем не вижу вам открыть канал и проясновидеть, и пророчить что-нибудь, напророчить. И мы будем очень счастливы, придем слушать. Кто-то вам мешает это делать? Или вы хотите у меня себя показать какой-то высшей кастой? Конечно же, наши незалежнята проснулись. Вот, у вас будет все плохо. Ну, мы это слышим уже который год. У вас полстраны нету, половины населения нет. Бродите по Европе, отнимают у вас детей, чего только с вами не делают, и всякие эксперименты на вас ставят. И все ваше имущество выводят, и на улицах хватают и суют в машины и везут на войну. И зная все это, иметь наглость прийти сказать, что нам очень хреново, а у них все прекрасно. Следующая категория людей. Зачем это надо было нам? Мне не нужна была ни война, ничего. Я нормально себе жила, мне никто не мешал. Это из категории, знаете, свинорылых, вот таких вот жрущих. Вот корыто мое есть, я жру, мне хорошо. Мне все равно, что там с моей родиной. Такие первым делом переходили на сторону фашистов и первым делом становились полицаями. Вот именно такие. Мне главное, чтобы мне было хорошо, мне без разницы, что там и как там, на каком языке будут говорить в моей стране, как будет моя страна называться,
будут ли унижать, уничтожать мою родину. Мне без разницы, меня же не касается это. Зачем меня затронули, зачем мне это надо, зачем мне эти все, вот это все нужно, зачем я должна помогать солдатам, почему я должна переживать за их родителей, мне это вообще, я жила себе спокойно. Это я говорю, вот это вот свиноподобные личности, которые я жру, у меня карта полная, ну и все хорошо. Пусть хоть трава не расти, хоть мир рушится. А нация, народ, страна, это когда и радость общая, и боль общая. Вот тогда это нация. А так это, я даже не знаю, какие-то племена, какие-то пещерные народности, что-то в этом роде. Нация, общая боль и общая радость. Когда человеку не все равно, что происходит с его страной. Когда я слышу такие речи, я понимаю, что это люди, которые не воспитают нормальных детей. Это абсолютно, ну, как бы вам сказать, такое вот удобрение человеческое. Человеку присуще сострадать, любить, служить общему делу и так далее. Если он это не делает, ну, он жрущая просто голова, знаете, просто пожрать. Голова дана, чтобы пожрать, и ноги, чтобы ходить за едой, и все. С ними мне даже разговаривать не о чем, что-либо объяснять, зачем, почему и к чему, и мне даже не хочется с ними вообще 5 минут на них тратить. У нас, к сожалению, после распада Советского Союза, когда люди искали какое-то спасение и так далее, и появилось огромное количество таких психологов, всяких коучей и прочее, которые учат одному. Люби себя, ты очень важная, ты самое главное, ты такая вся из себя. Всякие ничтожества, которые, ну, никто звать никак, заполонили телевидение, заполонили какие-то известные каналы, где у них берут интервью, где они рассказывают о том, как они делают приятно мужчине, ну, в общем, не буду говорить. То есть все то, что раньше было закрыто, из-за этого человечество изобрело вот эти законы морали, чтобы скрыть то, что нельзя показывать. Вы знаете, мы все идем в туалет, но это же не означает, что мы должны об этом рассказывать или снимать и выкладывать в интернет. Уже это тоже происходит, и у людей напрочь пропал стыд. Понятия стыда не существует. Если раньше таких людей осуждали, сейчас как-то так спокойно окно Авертона, понимаете, потихоньку приучают к скотскому как бы состоянию, и вроде бы ничего такого здесь нет. И вот эти люди подобные, которые ничего из себя не представляют, но могут легко и просто сказать, например, ой, я тоже так могу. Как Шаляпину сказал ямщик, батюшка, ты где работаешь, ты кто? Он говорит, ну, я пою. Ой, петь-то мы все можем. Вот из этой серии, понимаете? И я могу так сказать, и я могу так сделать. Но если можешь, почему ты до сих пор не сделал этого? Мои слова задели людей о том, что нужно задействовать свои знания и умения, свои интеллектуальные, и добиться цели в этом году. Это год, когда не нужно ничего вкладывать. Нужно вкладывать только себя. Очень сильно людей задело. И постоянно. Ой, чтобы начать бизнес, там такие деньги нужны. Ой, да ну, это нужны связи. Это, знаете, вот из серии, то есть из той серии людей, которые... Конечно, ты добилась его, потому что у тебя вон там были покровители, помощь. Конечно, вся армянская община тебе помогала. Ни одного человека не знаю, где находится армянская община, существует ли она вообще здесь. В жизни никогда не слышала о них и вообще с ними никакого отношения и соприкосновения не имела. Но мне помогали, оказывается. Меня тут продвигали, все мне помогли. Я не знаю, кто. Одной камерой, и то старой камерой изначально снимала. Все, я, сидя в квартире, на кухне с одной камерой, создала себя и создала то, что я создала. Достаточно иметь мозг, и чтобы это тебе было дано. Можно купить одну швейную машинку, ткань, шить такие вещи, что у тебя будут заказывать просто на весь год вперед расписанные. И таких людей знаю. Я сказала, еще раз повторяю, этот год, хотите вы этого или нет, это год не вложений, это год вложений себя, своих знаний, умений, когда ты ничем не рискуешь. Но, когда говорю, рисковать нужно именно вот начать, выйти из зоны комфорта.
Слушать надо уметь, хотеть слушать, а не слушать то, что тебе нравится, то, что тебе удобно. Значит, я говорю то, что вижу, и это всегда сбывается. Это не первый год, не второй, поэтому люди ждут моих предсказаний. Не только люди, все остальные тоже, которые будут разносить как свои знания. Господа, умеющие все, знающие все, я тоже так могу. Я так рада за вас. Вот это ЧСВшность, да, чрезмерная завышенная самооценка себя. Вы задайте себе вопрос, вы кому даете советы? Человеку, который полжизни своей работает с публикой, с людьми, знает психологию людей замечательно наизусть, как свои 5 пальцев. И этот человек сделал себя сам. Значит, я знаю, как это делается, и могу посоветовать и помочь. Хотите, учитывайте. Не хотите, идите ныть дальше. Есть люди, для которых их горе и страдания настолько важны, что они готовы просто выть сутками, но никогда ничего не сделать, чтобы поменять. Потому что это их сокровище, понимаете, их горе. И самое интересное, инородцы приезжают в Россию, поднимаются, создают свою жизнь. Добиваются многого, покупают дома, чем-то занимаются. Вы, рожденные здесь, имея все возможности, не хотите ничего делать. Вам должны все. Вот пенсионеры. Вы почему не сказали про пенсионеров? Почему я должна говорить про пенсионеров? Зачем это? Это что, такое важное событие, о них сидеть говорить? Во-первых, старость – это не индульгенция, старость – не заслуга, старость – это физиология, мы все постареем. То, что вы старые стали, это не говорит о том, что вас уже должны, обязаны уважать только за это. Мы знаем много пенсионеров за последнее время, да, сколько молодых людей оставили на улице, причем нагло и спокойно. Вместе с адвокатами, с юристами, с родственниками замутили эти аферы. Да, конечно, это не касается всех подряд, но много среди пенсионеров оказалось. Мы забываем, что и воры, и мошенники, и аферисты тоже стареют. Почему нам кажется, что если это старый человек, он, значит, должен быть мудрый и добрый. Это во-первых. Во-вторых, я понимаю, да, нет, не платят столько заслуживал человек, например, сколько работал. Я понимаю. Но если у тебя 5 детей, эти дети уже взрослые, у них свои дети есть. Неужели они не могут, каждый из них, каждый месяц своей матери там 5000 отправить? Ты будешь жить как королева, ни о чем не думай. Особенно в селе, где деньги там особо-то не нужны. Больше хозяйства, да, держат люди. Деньги нужны больше, чтобы одеться, там что-то крупное купить. В селе что деньги? Нужны, конечно, образование детям, все понятно. Я говорю о старых людях, у которых уже все есть. Им нужно просто платить коммунальные, все и так далее, что-то купить, дрова и прочее. Вот на такие расходы. Если ты вырастила 5 детей и пишешь, у тебя пенсии не хватает их содержать, так зачем они вообще нужны? Растить детей до 40-50-летнего возраста, и их содержать дальше, их детей, их внуков, естественно, у тебя пенсии не хватит. А если бы эти здоровые лбы своей матери отправляли по 5000 хотя бы в месяц, то у тебя не было бы проблемы с этим, понимаете? Иногда надо задуматься, что где-то и вы неправильно что-то сделали, а не только винить всех подряд. Человек должен абстрагироваться от всего, что его раздражает вокруг, смотреть вперед и вот наметить цели, идти к цели. Только тогда и только такие люди добиваются успеха. Когда они не отвлекаются ни на что больше. А люди, которые только делают, что винят всех вокруг, все виноватые. Власть виновата, родители виноваты, общество виновато. Как одна женщина сказала, что вот эти продающие смерть, кто виноват, что они так делают, эти люди? Общество, конечно. Общество. Если человек вынужден идти вот это сделать... А почему человек не вынужден идти мести, например, не знаю, улицы и заработать на хлеб? Нет, зачем? Он пошел совсем другое продавать. И это другое приводит к смерти молодых, правда? Но общество виновато. Вот такие люди никогда ничего не достигнут. Поэтому задумайтесь над этим. Вы приходите узнавать, что ждет. Не требуйте у меня говорить то, что вам хотелось бы. Я этого не буду делать. Я не для этого снимаю, чтобы поднять вам настроение или, наоборот, опустить ваше настроение. Я говорю, что будет.
чтобы вы понимали, когда, как действовать. На этом закончим вступительную часть и перейдем непосредственно уже к предсказаниям. Итак, перейдем ко второй части. Предсказаний Россия, регионы. Мы часто сетуем на чиновников, на депутатов, министров и прочее, что собралось там всякое. Если раньше были люди более-менее понимающие в политике, сейчас непонятно, кто там сидит. Вы знаете, друзья мои, хочу вам сказать неприятную новость. Мы все с вами заслужили таких политиков и таких чиновников. Более чем заслужили. Каждый народ достоин своих правителей. Я вам скажу почему. Вот все орут о том, когда уже война закончится, сколько можно, когда уже должно быть. А теперь каждый из вас задайте вопрос. А что вы сделали для того, чтобы эта война быстрее закончилась? Конкретно, каждый из вас. В нашей стране 10% населения понимает и соображает, что страну нужно отстоять. Что мы живем в такой переломный момент, что если мы не сможем добиться того, из-за чего наши ребята проливают свою кровь, и мы должны понимать, что полмира против нас воюет, а для этого нужно быть сплоченными. Как говорили в Советском Союзе, сначала надо навалиться на колхозное поле, а потом уже свои усадьбы обрабатывать. У нас нет общности. Я не виню людей. Уже 30 с лишним лет нет никакой идеологии. Абсолютно. Если раньше нас учили в школах, что сначала твоя родина, народ, интересы народа, а потом ты, сейчас говорят, ты важнее, главнее, ни о чем не думай. Плевать, что там случится с этим народом, с этой родиной. Если раньше таких людей считали предателями, сейчас это считается выражением свободного мнения. Сейчас таких людей возвели в культ героев. Героические, смелые люди не боятся говорить свое мнение, ради правды страдают. А какое там мнение говорит человек? Человек говорит, я не люблю свою родину, для меня Россия вообще ни о чем. Я не считаю ее там великой страной. Ну и что мы выиграли, и что с того? Что мы про эту победу все время говорим? А толку от этой победы? И так далее. Потом этот же человек, значит, баллотируется в Думу, становится депутатом, начинает продвигать законы совершенно антинародные, античеловеческие. И никто не возмущается, никто не говорит, как так вообще? Как это возможно? Как это можно не осуждать? Если человек говорит, я не люблю свою страну, и она для меня не имеет никакого значения. Вот Америка, там свобода, вот Европа, другой вопрос. Презрительно относится к своим корням, к своему народу, считая себя самого второсортным. И это все транслируется, это не осуждается, в этом никто не видит злого умысла или предательства. С размахом празднуют Новый год, с размахом празднуют дни рождения. Сын на войне, неизвестно, какой день позвонит и скажут, его нет больше. Понимаете? Каждый день выходит против пули. Сын поздравил маму с юбилеем,
Вот ей 50 лет, очень срочно ей нужно было отмечать юбилей. С каким настроением, объясните мне? Твой ребенок просто идет на смерть каждый день. Непонятно, выживет какой день, нет. Найдешь ли ты его вообще потом похоронить? На юбилей вот отпустили его, он пришел поздравить маму. Шикарный юбилей, все одеты с иголочки, с прическами. Откуда у вас это настроение? Можно понять? Я не говорю, что надо плакать. Солдата не надо провожать со слезами на глазах. Нужно верить, что он вернется. Быть твердыми. Вообще только сильные женщины рождают на свет сильных мужчин, которые готовы пойти ради своей страны погибнуть. Понимаете? Только сильные матери. Но откуда вот у этих женщин настроение? Посмотрите на почту, когда, например, Яна едет отправлять, сколько мы ребятам отправили. Сколько нам палки в колеса вставляли, сколько подлостей творили и творят. Это не вредительство разве? Зная, что эти люди помогают фронту, делать так, что постоянно этих людей, гнобить, вредить. Но кто эти люди? Это люди, которые свой интерес ставят выше общего интереса, интереса своей страны. И вот когда она идет отправлять, все время смотрят вот с ненавистью на нее. Мы налоги платим. Мы не собираемся ничего. Хорошо, предположим, мы платим налоги. Мне кажется, мало кто платит так много, как я и многие подобные люди, которые имеют ИП. С нас просто забирают, вот нас выжимают из последних сил все, что возможно. Невзирая на это, мы понимаем, что есть общее дело. Теперь задайте себе вопрос. Когда все закончится, как надоело, как мы устали. А ты лично что сделал, чтобы оно закончилось? Вы много знаете известных людей, которые помогают этим ребятам там, которые что-то отправляют. Много знаете известных людей. Все свои карманы расширили, загробастали все, что возможно. Все эти концерты, все эти фрики, которые скачут на сцене полуголые. Мы заслуживаем таких руководителей, потому что мы ходим на такие концерты. Я не хожу, но много народу ходит. Народ ходит на концерты людей, которые унижающие, в унижающей форме, выражаются о нашей стране. Тут за какой-то мат штрафуют, за какие-то там, не знаю, что штрафуют, а человек открыто говорит, что не любит и ненавидит нашу страну. И нормально живет, и концерты дают, и корпоративы дают, и так далее. Нет у нас, понимаете, внутреннего возмущения, справедливой ярости. И люди, которые сидят на верхах и организовывают эти концерты и прочее, у них тоже нет любви к родине. Кто губит нашу культуру? Запад? Они приезжают сюда и губят нас? Или мы сами безразличны к этому всему? Пускай, махнули рукой, выставили какую-то там выставку грязную. Ничего страшного. А зачем мне это надо? А мне это что, надо, что ли? Вот это вот безразличие. Поэтому вы, когда хотите, требуете, чтобы ваша страна была процветающей, чтобы чиновники были замечательные люди. Вы спросите, а мы это заслуживаем вообще? Они наше отражение. Какое наше общество, такие там и сидят. Это зеркало наше, понимаете? Наше с вами зеркало. Справедливость исчезла. Если человек в чем-то виноват, он должен отвечать. Не всегда же так. Деньги заплатил и до свидания. И всегда так было, но сейчас масштаб очень большой. Так что, друзья мои, если хотите, чтобы твоя страна, если хочешь, чтобы твоя страна процветала, ты тоже внеси свою лепту. Если каждый внесет свою лепту, да, будет процветать. Но делается ли это? Спросите, даже если в садике или в школе собирают там на фронт 100 рублей. 100 рублей не хотят отдать. Почему мы должны? Почему
Налоги платим и хватит. Да, налоги платите. Минимальное, что должно обеспечить государство, оно обеспечивает солдату. Каждодневный паёк, то, что нужно и прочее. Но дом, тепло из этого дома, поддержка родных и близких, чтобы люди знали, за что они воюют, что за их спиной армия людей, которых поддерживает, которые отправляют им из дома вот эту любовь, понимаете? Чтобы они знали, за что они идут на эту смерть. Ну-ка, выйдите, идите против пули. Я посмотрю на вас, храбрецов. Вы сможете это сделать? Для этого нужен внутренний дух. Вот о чем я говорю. Когда я людям объясняю, что да, плохо, тяжело, никто не говорит, что все замечательно, но если мы будем только ныть, от этого ничего не поменяется. Никто свою хорошую страну нам не отдаст. Мы сами свою должны сделать хорошей. Постоянно вот эта вот ерунда. Вот, все плохо, да. Плохо, ну и сидите и плачьте дальше. Ничего не делай, палец о палец не ударяй. А что ты сделал, чтобы было хорошо? И требуют у государства именно те люди, которые рубль не платили этому государству. Они только хотят пособия. Пусть платят это, пусть за то платят, пусть за это. Пусть мне дом дадут. Вон, дали за детские пособия дом. Купил какую-то халупу, обналичил. Прогулял, приходит на эти все передачи. Помогите, дайте, помогите, дайте, помогите, обязаны. Должны, обязаны, дайте. А кто дает? Государство это кто? Это мы с вами. Мы работаем, как ишаки. С нас берут налоги и кормят маргиналов. И поощряют маргинальство. Потому что человек ответственный, человек, который ведет свою работу, платит налог и так далее, он должен, обязан, он под колпаком, он вечно на него давят, вечно с него забирают, сдирают, понимаете? И идет политика такая, что маргиналом и алкашом быть намного удобнее, легче, с тебя никто ничего не спросит, чем нормальным человеком. Ты работаешь, стараешься, плати, за то плати, за это плати, что-нибудь не заплатишь, пение, штрафы. А с этих брать нечего, бедных несчастных. Они же все банкроты, они же все нищие, они же все малоимущие, они же все инвалиды. Что с них брать? Вот так, это нормально? Нет. Общество должно помогать слабым. Это правильно, так должно быть. Лицо общества и есть помощь слабым, потому что, например, многодетная семья, которая живет в нужде, мы должны оплачивать и помогать, потому что это будущие солдаты нашей страны, будущие учителя, врачи, но нормальной семье. Знаете, сколько раз я делала добро, и я жалела об этом, и я больше не хочу этого делать. Именно касаемо вот малоимущих семей, как они нагло себя ведут. Вещи, которые я носила, им не понравилось. Это не так, это не то, это не такой размер, а мы хотели новые. А мы собирали все время и помогали. Вот у нас такая была организация волонтерская, помогать бедным семьям. Там коляски у кого новые, совершенно новые. Ну, ребенок там, например, несколько месяцев был в коляске, все, вот не нужна коляска, даром даю. Вы сами привезите. А что вы только коляску? А деньги не даете? А что вот так? А вам же льготы положены. Какие льготы мне положены? Я просто помогаю. Прежде чем винить весь мир вокруг, давайте подумаем. Чиновники – это отражение нашего общества. Какое у нас общество, такие у нас чиновники. Какое было общество высокоморальное, развитое, начитанное в советское время, вот говорит, вот разрешили верить религии и так далее, но что-то не видно моральных каких-то качеств, правда? Коммунисты открыто не разрешали, но потом дали слабину, конечно, волю, молитесь, кому хотите. Но в любом случае, там была доктрина не религиозная, там была доктрина государственная. Почему-то более были высокоморальные люди, чем сейчас, когда можно и верить, и все на свете. Но что-то вот морали высокой я не ощущаю.
Не вините, не сетуйте, не постоянно не жалуйтесь. Просто подумайте над тем, что можно делать для себя. Когда мы поменяемся сами, мы станем по-другому относиться друг к другу. И к тому солдату, который воюет, мы не скажем, я ж налог плачу, этого достаточно, почему я должна еще там что-то ему покупать. Когда мы начнем вот так думать, когда у нас будет государственное мышление, поверьте мне, и чиновники придут другие. Потому что отражение в зеркале поменяется. Мы станем разумные люди, думающие о будущем. И придут государственные мужи, государственники, которые будут нас устраивать. А пока наше общество такое, ничего удивительного в этом нет. Что вот это все происходит, понимаете? Женщину избили, муж избил жену. Ну, ничего страшного, стерпится, слюбится, это муж, как можно мужа сдавать, как тебе не стыдно, на мужа заявление, ой, сама она напросилась, наверное, что-то сделала, поэтому избил. Понимаете, у нас общество не хочет выйти из зоны комфорта и защитить жертву, потому что чувствует свою ответственность. Легче сказать, ты сама виновата, и на этом все закончить, чем подумать, а как я могу помочь этой женщине? А что можно делать? А как внедрить эту культуру, чтобы женщины не были легкомысленные и думали о будущем, а не будущей матери? Завтра твой ребенок посмотрит открытую твою задницу в твоем инстаграме. Понимаете, время летит. Через 20 лет твой ребенок посмотрит. Или ребенку твоему отправит. Скажет, вот это мамаша твоя, посмотри, в молодости, как он будет жить. То же самое касаемо мужчин. Как вы будете смотреть в глаза своим сыновьям? Избиение до полусмерти, издевательство над своими женами и так далее. Так что, друзья мои, еще раз вам скажу, мы заслуживаем тех правителей, которых заслуживаем. Неудивительно. Это отражение нашего общества. Вот и все. Знаете такое, если красных и черных муравьев кинуть в бутылку, внутрь бутылки или банки, они друг на друга не обращают внимания. Но стоит кому-нибудь стряхнуть эту банку, эти муравьи кидаются, начинают кусать и рвать друг друга. Так вот, нужно думать о том, кто эту банку встряхивает, понимаете? А не о том, почему эти муравьи друг друга ненавидят. Итак, приступаем. Я знаю, что найдутся умники, которые скажут, ой, зачем это нужно было целый час какую-то лекцию, мораль читает. Но забыла вас спросить. Мои предсказания, они не просто сухие факты, что будет и что было. И чем сердце успокоится. Зная, что они обсуждаются и просмотров будет много, я надеюсь, через эти видеоролики, вот этот видеоряд, достучаться до людей, чтобы они понимали, что мы формируем наше будущее. Вот то, что у нас происходит, это все происходит плюс наш разум, наши действия, наши стремления, мечты, энергия, поведение. Все это плюсуется в мироздании и выдается наше будущее. Что будет? Понимаете? Это результат наших действий. Боги не сидят и не пишут. Вот сегодня Петр Иванович упадет, ногу сломает. Вот завтра Мария Петровна попадет в аварию. Нет. Боги просто вносят вот это в какой-то общий компьютер, общий мировой разум. Ведь все, что мы создали, это мы копируем то, что уже есть в мироздании. Компьютер мы сузили вот до масштаба вот какого-то маленького ящика. На самом деле вот такой тип программирования имеет Вселенная. Вот твои поступки, твои мысли, твои желания, твои слова, твои дела, хорошее, плохое, все вместе плюсуется и внедряется вот как чип в этот компьютер мировой. И там тот самый искусственный интеллект выдает, что ты заслужил. При всем этом вот это все перемешалось,
и выдает тебе вот это вот значение всего. И поэтому наше будущее формируется именно исходя из всего этого. Наши поступки, знания, умения, действия, наши хорошие и плохие поступки и так далее. Вносится в чип мирового разума. И мировой разум, поскольку он уже создан богами так, что он сам по себе автоматически работает. Ведь боги каждый день не просыпаются и не говорят, так, дождь, что пошел, солнце пусть выходит, луна сегодня такая будет, завтра... Нет, это программа, которая уже внедрена во Вселенную, и она работает уже механически, машинально она работает. Это уже есть, уже существует. Ветер поднимает из Сахары, значит, песок и уносит, и раскидывает на бразильские леса, амазонки, понимаете? Питает почву. Вода превращается в пар, поднимается наверх, там остывает и спускается как дождь. Под землей бьют ключи. Эти ключи маленькими венами находят путь, дорогу и питают большие реки. Эти огромные гиганты, по-вашему, откуда воду берут? Вот истоки, значит, подземные воды, которые спускаются с гор, эти все ручейки. Вода с неба, это дождь. Это все питает эту реку, и она становится полноводной, огромной, как Обь, как Лена, как Амур, не знаю, как Волга. Неиссякаемая. А вы видели источник Волги? Маленькая речушка. Но она чем дальше, тем больше. И вы должны понимать, что в этой жизни добиться сразу всего нельзя и невозможно. Если вы найдете $1 000 000, вы не будете знать, что с ним делать. Но я буду знать. Знаете почему? Потому что я потихоньку зарабатываю от 100 рублей до 1000 рублей, до 100 тысяч. И я знаю, как их тратить, приумножать, на что вкладывать, как надо делать. Потому что постепенно к этому шла. Но если бы я нашла эти $1 000 000 20 лет назад, я бы растерялась. Я бы не знала, что с ним делать. Ускорение плюс энергия равна мощность. Физика обыкновенная. Постепенно ускоряешься, используя свою энергию, тогда становишься мощным, сильным. Мы хотим все сразу. Наша молодежь хочет все сразу. Им пропагандирует этот успешный успех. Ничего не делай, просто там, значит, визуализируй, мечтай, представь, и Вселенная на тебя выльет это золото. Ну как оно получится? С чего оно получится? Ты ничего не делаешь, не стрижешь, не красишь, не пишешь, не шьешь, ничего. Ты ничего не делаешь из ничего, и будет ничего. Невозможно ничего не делая, просто сидеть, мечтать. И вот сейчас Вселенная сверху как шандарахнет по башке, знаете, золото, бриллиант. Так не бывает. Вот о чем речь, что мы вырастили поколение тунеядцев, трутней. Сидят, ждут, когда Россия будет богатой, когда все $1 000 000 будут зарплату получать, когда все будет хорошо, когда не будет бедных и богатых, когда все будет замечательно. Как оно будет? Знаете, по-моему, я не помню, какой фильм, Олег Янковский, там, герой этого фильма, говорит, чтобы что-то поменялось в жизни, появляется тот, кто берет и меняет. По-другому не случается. Оно само по себе не поменяется ничего. Само по себе наша страна не станет богатой, процветающей. Само по себе люди не станут умные, хорошие. Хамство не исчезнет. Надо начинать с себя. Вот и все. Давайте дальше. Итак, регионы России. Я перечисляю те регионы, в которых произойдут наиболее важные события. Пожалуйста, не пишите внизу, а вот наш этот Кучкарайский район Дахадайского ущелья, там что должно быть? Я же не могу по каждому, знаете, по каждому селению, по каждому району, райцентру. Я не вижу в этом смысла. Я говорю так, как... То есть регионы и важные события в регионах. Начнем. Значит, Волгоградская область. Опять же,
почему-то в этом году много пожаров, во-первых, духовных каких-то центров, может, церкви, мечеть, синагога, не знаю. Вот эти вот. Где-то внезапное замыкание, где-то специальный поджог. И не только в Волгоградской области, по России. Далее, значит, прилеты в Волгоградскую область. Дальше Саратовская область, Ростов. В этом году часто будут прилеты, но жертв незначительно много, хотя я понимаю, что это не очень хорошо звучит, потому что каждая жертва – это человек, это его жизнь, судьба, и это горе для родных и близких, но немного жертв. Но много возгораний, например, каких-то нефтемагистралей, что еще, заправок. Вот так вот на это нацелены эти существа. Поэтому будьте осторожны. Если вы находитесь во время таких прилетов рядом с такими объектами, лучше не подъезжайте близко. Если вы там работаете, лучше выходите и отойдите подальше. Потому что у них нацеленность именно на это. Это последнее, знаете, писк умирающего. Это вот агония. Это не смирение с положением, потому что там погибло почти 2 миллиона. Вот у них почти 2 миллиона погибших. И, естественно, они смиряться с этим не хотят и останавливаться не желают, понимаете? Как Омар Хайям говорил, опять война, опять сверкают сабли, а на пути лежат все те же грабли. Опять пойдем, опять на них наступим, броня крепка и дурью не ослабли. Вот это вот примерно то же самое. В Волгоградской области арест глав 3 маленьких городков. Раскроется какая-то преступная схема, отмывание денег, в общем, что-то в этом роде, и вот 3 маленьких городков Волгоградской области. Ростов. Взрыв шахты. Не могу сказать действующие или, может быть, уже старые шахты, которые давно как бы... Почему? Потому что, опять же, не вижу много, то есть жертв, случайно какие-то, которые отделаются легким испугом, жертв таких не вижу. Но взрыв есть. Скорее всего, там то ли метан копился или что. Знаете, где это может находиться примерно? Я не знаю, у вас есть какая-то гора из чего-то, искусственная гора? Вот, искусственная гора, там вот возле этой, недалеко, вот в этой местности. Поймают еще одного маньяка. И убийство женщин, которые он совершал, это несколько лет назад, уже закрытые дела. Даже один человек был осужден, незаслуженно осужден, повесился в этот человек в камере. И вот сейчас его найдут по генетическим анализам. Он уже довольно такой в возрасте человек, за 50. Дальше. Новороссийск. Атака на корабли. Я вижу небольшой пожар, но потушат. И гостиница. Гостиница будет гореть. Опять жертв нету, успеют, но будет. Это уже поджог гостиница. Сейчас все сваливают на этих самых, но на самом деле это не всегда так. Иногда конкуренты друг друга устраняют под предлогом: мы же воюем, вот и прилетело. Курск, Брянск.
Белгород. Со стороны Белгорода еще раз будет прорыв. Небольшой, но намечается. Кто находится, кто живет на окраине, кто живет возле прям границы. Будьте очень осторожны, бдительны. И лучше вот ближе к марту на время приезжайте к родственникам. Какое-то селение, где источников много. Вот я ж не знаю название этих селений и прочее. Просто говорю, Белгород. Вот селение, где много источников. Прям ключи бьют из-под земли. Вот там намечается, там ожидается, вот это селение пострадает сильно. Если узнали, где это, там дом культуры построен во время революции, вот примерно, очень старый дом культуры, красивый. И есть еще какое-то здание, такое кружевное, он как музей был русского зодчества. Если узнали это село, и там время от времени проводились какие-то ярмарки, эти сахарные петушки, вот в этом селе очень такой вот, как вам сказать, известные вот эти ярмарки проводились. Самовары там делают. Ну, делали раньше. Вот в этом селе очень опасно. Пусть ваши мужчины там дежурство ведут день и ночь, меняют друг друга, чтобы дать сигнал и успеть. И ближе к марту на время перебирайтесь к родным и к близким. Курск. Там пропала учительница. Вот не знаю, я не из новостей говорю, вам говорю, потому что это приходит. Там пропала учительница вместе с учениками. Этих людей найдете, когда снег растает. У вас там должна быть березовая роща прям посреди дубового леса. Такое удивительное явление. Там эти люди. Убиты они. К сожалению. И дети тоже. И там еще старая женщина, она то ли уборщицей, в общем, техничкой работала. И они успели убежать туда, но их настигли. Вот если узнали, о какой учительнице, учениках речь, растает снег, найдете. Березовая роща. Прям посреди огромного дубового леса есть березовая роща. Кто из Курска, может, поймет, о каком месте я говорю. Я просто смотрю карту России, держу руку, и вот эти горячие точки, они сразу показываются. Я с ужасом еще раз убеждаюсь, как близко Москва находится от границы. Не зря наши цари все время хотели столицу перенести вглубь страны. Но Москва-то защищена, за нее можете не переживать. Кто-кто, а Москва защищена, друзья мои, потому что здесь большие начальники живут. Они себя в обиду не дадут. Калуга. Открытие, разоблачение банды квартирных мошенников. Найдут старых людей, эксгумация будет и прочее, прочее. Лет 15 они орудуют там. И скоро их раскроют.
Раскроет, и будет начальник милиции сидеть, зампрокурора. Вот такие дела. Дальше. Псков. В Пскове найдут какую-то новую крепость. Развалины, но такое, знаете, археологическое открытие. Потом реконструируют. Это крепость времен Ольги Княгини. Вот такая находка, сенсация. Потом проведут какие-то игры в Пскове, всероссийские какие-то соревнования. Дальше. Река Великая там. Я знаю, я была в Пскове, это мой любимый город. Я бы с удовольствием там жила. Не знаю, как сейчас, но тогда город мне показался очень добрым. И люди очень добрые, добродушные. Так вот, но река Великая начинает подниматься уровень, сильно поднимется уровень воды. Дойдет до, наверное, храмового комплекса, если хотите. Пляж закроет полностью. Детей особо не пускайте, немножко опасно. Дно какое-то становится прям таким, знаете, песок, земля, торф, там, в общем, все поднимается наверх и такое вязкое, опасно для купания, для всего. В этом году немного, как бы, будьте осторожны с рекой Великой. Она немного агрессивная будет в этом году. Могут быть жертвы. Хотя эти реки всегда берут себе жертву, я вам скажу, часто. Чем древнее река, тем больше жертв она забрала. Но бывают такие годы, когда очень урожайные, в страшном смысле слова. Вот Великая, она как-то так немножко станет агрессивной, хотя это добрая река, но она будет агрессивной в этом году. Будьте осторожны. Так. Архангельск. То ли открытие академии, то ли пристройка к академии какой-то. И назовут именем Ломоносова, естественно, одного из великих сынов Архангельска. И фильм будут снимать в Архангельске. Такой исторический фильм, но не про Ломоносова. Исторический фильм именно там. Съемки. Потом будут говорить, что съемки шли в Архангельске и так далее, и так далее. Такой поселок там есть из срубленных этих, ну, в общем, срубов сделанный. Ну, вот в старорусском стиле, такие прям высокие деревянные дома добротные. И вот в этом месте будет сниматься фильм. Даже там и будут оставаться, вот, как гостиница. Карелия. Закрытие большого банка и очень большой скандал, связанный с этим.
обман вкладчиков и прочее. Дальше. Тула. Фестиваль какой-то, какой-то фестиваль оружейных мастеров. Ну, оружейных не современного оружия, а именно пушки того времени и прочее. То есть вот демонстрация вот начала оружейного дела в Туле. Ну, это прям такая ярмарка историческая такого вот характера. И еще Тульский завод. Будут выявляться люди, которые давали наводку на мастеров Тульского оружейного завода, на которых были атаки совершены дронами. А это очень секретная информация, то есть там всегда сидят ГБшники, как мы их называем, там очень строго, там все это за всем следят и так далее, все секретно. И там вот найдутся люди, которые это передавали. Вплоть дойдет до зама главы Тульской области. Чуть ли не там это вообще будет большой скандал. Так, Рязань. Покушение на, может, генерального прокурора Рязани, может, не знаю, городского прокурора, ну, в общем, такого большого начальника в погонах. Но окажется, что это бытовое покушение. В семье не поделили имущество. Немного упадок в Рязанской области. Молодежь уезжает. Деревни умирающие. Как-то у вас ваш губернатор как-то так более думает о своем кармане, нежели о народе. Ну, в принципе, многие так живут, но он какой-то особенный. Не нравится он народу. Так, Тамбовский волк тебе, товарищ Тамбов. Снос старых зданий в центре Тамбова. Там целый бунт, будут выходить, митинговать и так далее. Исторические здания, историческая часть. Кто-то купил какой-то богатый шишка, давно уже купил и давно хотел это сделать. И под видом каких-то там реконструкций, чего-то там такое, будут сносить. Тоже большой скандал. Аж до Москвы дойдет, будут писать президенту, звонить. В общем, вот такое дело. Хотят прям переделать Тамбов. Он уже обезобразился, город. Он потерял свою вот былую красоту. Вот эту вот необычность, да, первозданность. И какой-то вот такой абсурдный, скажем, абсурдная архитектура стала. Большие здания какие-то старые рядом, маленькие, большие. Большое воровство денег из казны. Они не идут на... Ну, то есть на то, для чего предназначены. Волга поднимется, смоет свои берега. И Волга окрасится в такой коричневатый цвет. Прям кровяной такой, знаете, ну, как сгустившаяся такая вот уже высохшая кровь. Даже будут снимки с космоса и будут с удивлением показывать, вот как Волга стала какой-то припекшая какая-то кровь. Вследствие каких-то вот мелких таких планктонов или каких-то растений внутри. Это даже не загрязнение, это как-то цветение, что ли. Но
Не совсем это хорошо для воды, потому что рыбам будет помирать. Они перекроют, закроют кислород, которым насыщается вода. То есть они вот прям как нефтяная пленка вот так будут закрывать. Ну, создадутся отряды, которые будут очищать это, но долго еще будут с этим бороться. Это нехорошее явление. Моя любимая Волга Саратовна в этом году нас вот так вот удивит. Татарстан. В Татарстане назревает большой скандал, религиозно-националистическая. Какая-то подпольная организация, печатающая такие, скажем, незаконные такие призывы, лозунги и так далее. Ну, вы поняли. Татарстан. И одна часть населения будет защищать этих людей. То есть они с ними заодно и одного мнения, не осуждают это. Принимают, понимают, и даже им нравится это. А другая часть будет против. Очень такие и аресты, и скандалы, и прочее, прочее. В общем, ожидается Татарстан. Смена руководства МВД Татарстана. И смерть очень такого политика, который уже давно ушел из арены политической, как-то жил мирной жизнью, но вот как-то резко уйдет из жизни. Но человек, который сыграл в жизни Татарстана большую роль. Ярославская область. Рыбнадзор будет разоблачать, значит, этих левых рыбаков, браконьеров, или как хотите. Ну, и самое интересное, что там будут замешаны свои же. Ну, я же говорю, волколак, оборотень, вот вечно столкновение с оборотнями и в погонах, и без погон постоянное, как-то вот так вот. Петербург. Столкновение с местными, с мигрантами. Очень часто. Прям агрессия в Петербурге начинает процветать. Будут громить их рестораны. Потом начнется судебное разбирательство. Смерть женщины из Азии. Вот. Сначала будут подозревать, что она была убита местными, но потом выяснится, что это сделал муж, который потом убежал на родину. Но вначале будет прям вот аж до трясучки. Так. Сейчас вам скажу. Вологда, Вологодская область. Вологодская область, противостояние губернатора и прокурора. Закончится победой прокурора. Противостояние, какая-то коррупционная схема, в общем, будет раскрыта. Аж такие, знаете, 90-е годы разборки до такой степени прям накаляются страсти. Особого развития в этой области я не вижу. Там состав чиновников очень такой, как вам сказать, совсем не народный.
Ямал. Открытие 2 месторождений и строительство маленького городка начала, который потом будет, скажем, превратиться уже в большой город. Это Ямал. Так, дальше. Тюмень. Будут приглашать вахтовым методом работу то ли нефтяная вышка, то ли, ну, в общем, что-то такое опять. Опять будут качать из недр. И откроется очень большой центр для вахтовиков. Будут людей приглашать и с большой зарплатой. Очень многие рынутся туда. Тюменская область, у них вот, скажем, рабочих мест более чем достаточно с большой зарплатой. Обратите на это внимание, кто хочет вахтовым методом. Вот Тюмень. Итак, продолжаем мы с вами. Россия, регионы. Вы знаете, я уже 3-й день снимаю, поскольку очень много информации идет в голову, и нужно отделять самое нужное, потому что слишком много тоже смысла нет. Это не запомнится, и как бы это помешает основной информации откладываться в подсознании людей. Итак, давайте с вами продолжим. Северный Кавказ. Начнется с Дагестана, перейдет в Чечню, Кабардино-Балкарию, даже до Татарстана и Башкирии дойдет. Не буду называть, потому что YouTube может не пропустить. Я думаю, вы понимаете прекрасно. Хотят взбудоражить Северный Кавказ. Начнутся народные волнения, недовольство. Люди выйдут на улицу. Какая-то несправедливость произойдет по отношению к семье одной. А потом начнутся националистические выкрики, религиозные и прочее. Потом начнут арестовывать людей, которые пытаются поднять тюркоязычные народы России. Я когда в прошлом году сказала о том, что с Азербайджаном начнется конфликт, многие там посмеялись, да? Сказали, что это мои мечты. Ну, мне кажется, что прошлый год вам показал мою правоту. Этот конфликт усугубится. И найдут, опять же, турецкий след этих организаций и организаторов, которые в России очень интенсивно работают ради будущего великого Турана. И они это не скрывают, и найдут литературу, найдут людей, найдут то есть финансовую подпитку откуда. Финансирование из Турции, из Саудовской Аравии, как ни странно. Хотя саудиты как бы открыто не выступают против России, даже наоборот, где-то и поддерживают на публику. Но не более того. Их волчьей натуре верить нельзя. Кавказ неспокоен, Северный Кавказ тем более. Он неспокоен.
будут бушевать постоянно. Какие-то протесты, какие-то аресты, смена руководства и прочее, прочее. Несколько дней назад было сказано, что год конфликтов международных и бунтов, революции. Вот уже видите, да, началось в Иране. Я, конечно, отдельно буду снимать и скажу еще, но между делом скажу, что страны, где есть нефть и иные полезные ископаемые, они должны остерегаться, потому что Америке нужно пополнить свои запасы, и она всегда будет создавать войны. Венесуэла – это начало. Будет Америка-аргентинский конфликт, Америка-кубинский конфликт. Но это я сниму, скажу еще. Дальше. Атомоходы или ледоколы, а может, их предназначение будет и то, и другое. Уже было сказано, еще раз скажу. 2 больших корабля. Очень важные, имеют стратегическую важность. Один совершенно новый, другой корабль, скорее всего, отремонтированный, переделанный. Ну, в общем, и вот Карибский кризис, он может повториться. И времена холодной войны, и латиноамериканские страны попросят помощи у России. И снова наши корабли могут причалить туда. Чавеса убили. Этого, насколько знаю, взяли в плен. Вот еще раз хочу спросить у тех дураков, которые говорят, зачем нам эти наращивания военной мощи, силы, армии, зачем нам это все нужно? Вы теперь поняли, как нагло и спокойно они могут внедриться в любое государство и просто сменить руководство, просто забрать законно избранного президента, не боясь никого. Вам пора уже понять, что все эти декларации о правах человека и прочее, этим всем можно подтереться. Это не действует, это никогда не действовало. Это все существует как пыль в глаза для всего мира. В этом мире всегда было право сильного и останется. Понимаете, вот кто может сейчас выступить против Америки, ввести против Америки санкции и заставить их отойти от Венесуэлы? Вот кто может? Есть такая сила в мире? Нет. Может, но Россия не заинтересована в этом. То есть вот вы понимаете, что они имеют и наглость, и возможности внедриться в любую страну. Если мы дадим слабину и будем говорить, что нам как бы и армия ни к чему, и все остальное, вы должны осознавать, к чему мы придем просто. Они уже это делали в 90-е, они это могут повторить. Когда мы в своей стране были никто абсолютно. В униженном, нищенском состоянии жили. Все наше имущество тайком вывозилось. Взамен нам давали ножки Буша, еще что-нибудь там, какие-нибудь подачки. И так мы жили. В абсолютно бесправном положении. Так. В России регионы, в принципе, вот те регионы, которые я перечислила, основные события, которые произойдут, остальные регионы будут жить в том же режиме, что и вся Россия, поэтому первую часть предсказания о России можете посмотреть. То есть вот в этом году нет
как бы вам сказать, такого разнообразия событий в регионе, они больше будут происходить общероссийские просто. Реформы в виде образовательной системы, то есть в образовательной системе будут рассматривать вариант переименования образования не оказания услуг, а как бы по-другому, чтобы не было вот это оказание услуг. Это очень сильно меняет отношение к учителю. Более защищенные, да, учителя, врачи этот год. Но, с другой стороны, потеря, много кадров утекут на Запад, уедут. Я вижу огромное количество просто ухода молодежи. И все же вижу, что с новыми выборами придут много новых людей, сильных людей, которые соответствуют тому времени, в котором мы живем. Потому как те товарищи, которые больше должны торговать помидорами, а не сидеть в парламенте, эти товарищи выталкивают молодежь из России своими нелепыми заявлениями, запретами. Понимаете, президент страны не должен сидеть и отвечать на вопросы, почему вдове погибшего офицера там не предоставляют жилье. Президент должен заниматься общей просто системой безопасности страны. Он не должен каждое село ехать и лично проверять. Этим должны заниматься местные власти. А местные власти этого не делают. И поэтому, когда задают ему нелепые вопросы, абсолютно, я считаю, нелепые, глупые вопросы о том, вот вы будете запрещать магию. Это так смешно, испокон веков она была, есть и будет. То есть президент должен решать, кому верить, какие свечи зажигать. Или вот когда у нас запретят аборты, или можно ли вот из леса вывозить сухую древесину. Понимаете, это такие детские просто, детский лепет, которым не должен заниматься человек, на плечах которых судьба целого континента, целой страны. И я думаю, что он должен уже обеспечить себе тыл, обеспечить себе сильных, волевых лидеров и партии, и, собственно, региональные вот эти вот руководители. Они должны соответствовать нашему времени. Мы не должны сейчас видеть там людей, которые принимают решение, каким кормом рыбок кормить и, не знаю, в какой цвет красить потолки. Понимаете, не таких людей, а людей решительных и сильных, потому что иначе наша страна может не выжить в этой мясорубке. Они все время стремятся нас расчленить, а у нас очень много разных народов, говорящих на разных языках, огромное количество различных направлений, религиозных и прочее, прочее. И поэтому мы и выжили, что нашу страну оберегают разные силы. И если сейчас внести раздор, то тяжело будет удержать такую разношерстную, пеструю такую страну, понимаете? Вот есть все-таки предположение, и видно, что придут сильные люди. Сильные люди, которые будут заниматься страной, а не ерундой, а не правами сусликов, понимаете? А не что-нибудь сказать, чтобы меня показали по телевизору, что я такой депутат умный, что-то там вякнул. Не такие люди нам нужны. Нам нужны волевые,
Сильные люди, которые не херней занимаются, не думая о том, кормить собак, не кормить собак, запрещать бабушкам торговать семечками или нет. Не об этом речь, а как воспитать поколение, как защитить менее защищенные слои общества, как приумножить богатство, как сохранить лес, как сохранить реки, не загрязняя, как построить новые там предприятия, чтобы у людей была работа. Вот об этом думающие люди нужны. Вот про это, понимаете? А не со своими пакетами различных там запретов и в какой цвет одевать куколок или какого цвета, не знаю, трусы надо надевать на Новый год. И как один депутат предложил, что всем женщинам нужно носить короткие юбки и наказать тех, кто не хочет замуж. Не такие нам нужны люди, нам нужны сильные лидеры. Потому что мы должны чувствовать защищенность. Люди перестают воспринимать всерьез парламент, когда парламент занимается такой ерундой. А мы должны воспринимать всерьез. Это законодательная власть. Ради одной квартиры мы не должны всей страной, затаив дыхание, следить, а дадут ли квартиру человеку, который купил и отдал свои деньги, понимаете? Это просто вот из слов нет. На центральном телевидении обсуждать то, что не нужно обсуждать, то, что может любой студент юрфака решить за 5 минут. Кому принадлежит то, что ты купил? Тому, кто купил и деньги отдал. Все. А что ты сделал с этими деньгами? Хоть съел, хоть любовнику подарил. Это уже не его проблемы, абсолютно. Иначе так разрушается баланс. И рынок недвижимости рухнет. Потому что люди перестанут покупать, ибо то, что ты купил, не совсем твое. Как так возможно? Понимаете, о чем я говорю? Что вот придут такие люди, немного их будет, но они придут. Они есть. И есть преемник еще, на всякий случай. Об этом мы потом поговорим. Далее. Великий Новгород. Господин Великий Новгород. Надменный Великий Новгород, который всегда считал, что прекрасно проживет без России. И некое такое гнездо бунтов и предательств, когда, насколько я помню, Иван III, когда шел на Великий Новгород, это отец. Нет, это дед Ивана IV Грозного. То его мать, великая княгиня, дала ему целый список предательств новгородцев по отношению к русским землям и князьям, к Рюриковичам в том числе. Но если мы вспомним Марфу Посадскую, они, конечно, этим гордятся. Они считают, что это был как бы мятеж против незаконной власти Рюриковичей. Быть может, но Великий Новгород у нас часто предавал и очень надменный город. Уж не обижайтесь. Очень надменный город, и как бы так все время оттуда идет вот это вот негодование, бунты. И вот в Великом Новгороде начнется расследование определенной организации, такой прозападной организации, которая предлагает, в общем, отделить от России не русскоговорящие регионы, собственно, так вот, скажем так. Вот такая вот доктрина, и, естественно, начнутся преследования, аресты, некоторые сбегут. Ну, это вот ждите, это так будет. Потом выявится очень много подобных случаев, ситуаций, когда
отжимали им бизнес, рейдерские захваты и прочее, прочее. Вот Великий Новгород. Там чиновники, конечно, с ними только с арбалетом в руках можно разговаривать, к сожалению. Там такие. Вот рядом Великий Новгород и Псков. Абсолютно разный менталитет. Совершенно как будто разные планеты попадаешь. Настолько разные люди, как будто они не в одной стране живут. Понимаете, и менталитет, и поведение людей, и отношение к другим абсолютно разные. Дальше. Тыва. У нас Тыва никак не встанет на ноги, никто не занимается. Москва далеко. Пока доберутся, туда проверят. Тыва живет своей жизнью, как хочет. К сожалению, очень такой беспредел чиновников. И между местными властями, силовиками, бизнесменами начнется очень жестокое противостояние. Я вам говорила, что мы немного окунемся в 90-е, и вот эти заказные убийства и прочее очень часто будут происходить. Вот этот год будет такое ощущение, как будто мы, вот как бы, знаете, на машине времени переместились в те годы нашей юности, когда каждый день включали телевизор и узнавали, что то с прокурором того, то судью, то губернатора, то бизнесмена, то вора в законе, и так до бесконечности. Вот то же самое будет случаться по всей России. А Тыва особенно. Понимаете как? Население там, люди работающие. В советское время это процветающая такая республика в составе России, естественно. Но потом новые поколения как-то приучили к ничему. Ну, ничем не занято поколение практически. Не любители что-то создавать, что-то делать. Так вот, пустили на самотек, вот как-нибудь выживают люди там. Я не знаю, когда Москва займется Тывой, или займется ли когда-нибудь. Но если не займется, это, просто это вот упадническое просто такое. И природа красивая, и почва там очень такая благополучная. Не делайте ничего. Есть только вот скотоводничество так вот. И все. И время от времени всю свою желчь и ненависть эти люди изрыгают на бедных, несчастных собаках, кошках. Какое-то такое жестокое отношение. И чем жизнь становится более жесткой, тем больше ненависти и крайних ищут, кто виноват в этих бедствиях, знаете. Что делать и кто виноват, как обычно. Два основных вопроса в России. Друзья мои, я все понимаю. Зарплаты там маленькие, трудно. Местные власти, от местных властей очень многое зависит, потому что Москва не везде не ходит и не проверяет. Но скажите мне, пожалуйста, но не Путин же должен прийти и убирать, например, ваши улицы, которые вот заполонили мусор, нечистоты, не знаю, там эти трупы животных. Но не Путин же должен лично прийти и убирать это все, и чистить этот мусор, и устраивать субботники. Все же зависит от людей, понимаете? Все зависит от людей. Бедность – это одно, чистоплотность – это другое. Вы сами должны взять себя в руки. Начните, подайте пример, кто живет там. Соберите молодежь, соберите всех жителей вот одного квартала, выходите и, не знаю, раз в месяц устраивайте субботник, убирайте это все. Потому что, глядя на города, которые и селения, приходишь просто в ужас. Как можно в такой грязи жить? Это вот внутренняя культура должна быть, понимаете?
Когда начинается чистота вокруг, и в жизни чистота. Вот чистый дом, чистая, спокойная судьба. Это очень взаимосвязано. Силы удачи не живут там, где агрессия, ненависть ко всем слабым, ко всем живым, которые от вас зависят, которые вам ничего плохого не сделали, но вы... Там эти депутаты постоянно в суды подают на волонтеров, которые спасают этих несчастных собак. В суд на них подают чиновники, понимаете? За что? За то, что посмели сказать, что там мучают собак. Вы должны внутри вот это вот свою культуру, свою планку души поднять, очистить все, что вокруг. И тогда придут эти силы удачи. Люди почему-то ждут. Вот когда будет удачное время, тогда выйду, уберу мусор, вот это дерьмо уберу рядом с моими воротами. Вот когда будет удача, тогда выйду, собаку покормлю несчастную на улице, которая мерзнет на морозе. Понимаете? Когда у меня все будет хорошо, тогда я тоже что-нибудь хорошее сделаю. Нет. Сначала делай, а потом эта удача к тебе придет. Так устроено мироздание. Сначала меняй внутри, как там разруха в головах, понимаете? Разруха это не приходит, это вот этот мусор кто раскидал? Вы сами. Если каждый выйдет, уберет или не будет раскидывать, то там будет чисто. Мы виним всех подряд, правительство, мир, судьбу, Бога, всех на свете, все виноваты. Но если подумать просто, бедные регионы России, откуда эта бедность? Это пьянство, это неопрятность, это нежелание убирать вокруг себя мусор, это нежелание работать. Сейчас скажут, вот, люди хотят, нету работы, нету. Я много встречаю таких людей, которые лежа на диване орут. Нет работы, ничего не... Даже мой прогноз о том, что это год, когда можно, вкладывая свой ум, свои знания, свою энергию, время, добиться многого, и не нужно деньги вкладывать. Даже на это начали все ныть, понимаете, внизу. Так легко, парикмахер, это надо учиться, это надо стричь, это одни сраные, извиняюсь, ножницы купить, очень много уйдет денег. Да, учиться надо, учиться и работать надо, вы представляете? Люди никак не отойдут с этого социализма, когда государство само обеспечивало все. Да, но тогда было другое время, другой был строй, люди были другие. Все, поймите, уже сейчас ничего нету, халява закончилась, нету. Проедали во время Брежнева все наши запасы. Все получали зарплаты большие, все замечательно жили, а потом пришло время, детям и внукам ничего не осталось. Мы были уже в бедности в 90-е, понимаете? Если мы живем очень хорошо, все это проедаем, значит, наши внуки будут голодать. Дальше. Вот Якутия, например, люди едут туда отдыхать. Тыва – это прекрасное место, там природа. Почему бы не развивать туризм? Национальные вот ваши, вот эти вот юрты, красивые, не знаю, представления, рестораны сделать под национальные какие-то традиции, обычаи. Люди будут ехать туда отдыхать, фотографироваться за хорошими впечатлениями. Якутия, пожалуйста. Едут отдыхать. Понастроили там огромные эти... Даже я как-то хотела поехать, может, и получится. У них более суровый климат. Бескрайние степи или реки, которые под льдом этим находятся. Ну, или каменные там глыбы, скажем, скалы. У них менее богатая природа. Но люди используют это все. Местами, конечно, тайга и очень красиво, но имеется в виду, что именно вот Тыва вообще сама по себе красивая республика, красивое место, богатая природа. Но если люди не хотят ничего менять,
ни в душе, ни в жизни, ни в мыслях. У них ничего не поменяется. И каждый год мы будем говорить, Тыва – это самая, скажем так, бедная страна в России, самый бедный регион. Но если вас это устраивает, некоторым людям легче плакать, чем что-то менять. Понимаете? Алтай. В Барнауле открытие большого медицинского центра. Строили, заморозили, передали другим, потом опять вернули. В общем, наконец-то в этом году этот центр откроется. Дальше. Что-то в этом году везде столкновение прокуроров и местных властей. И в Алтае тоже за продажу лесного участка, за незаконные постройки, незаконная эксплуатация, использование. В общем, вот там будет идти судебный процесс. Угрозы там прокурору от губернатора и так далее. Но единственное, что новые рабочие места и образовательные какие-то большие там учреждения с такими возможностями практиковаться, ехать в Москву и прочее. Вот это большой плюс. Дальше. Камчатка. Ой, скандал. Вот рыбоохраны, начальника, его приближенных. Большая кража денег, присвоенных. Значит, незаконная ловля. Смена руководства, вот именно, если кто в рыбном производстве работает, значит, незаконное самоуправство по отношению к рыбакам раскроется. Вообще это год морских путешествий, больших кораблей. Именно как рыбный год, скажем, ну, как бы морепродукты и так далее, очень много будет, изобилие просто. И цены упадут не только Камчатка, вообще по всей России, на рыбные продукты, на морские продукты. Цена очень сильно упадет, потому что прям вот очень такое изобилие рыбы. Вот в этом году, куда бы вы ни поехали рыбачить, отдыхать, у вас будет изобилие рыбы. Изобилие птицы. Я уже говорила, что это год очень такой плодотворный. Знаете как? Восстанавливает себя лес. Восстанавливает. Будут давать потомство. И звери, и птицы, и рыбы, и большое потомство. Даже в некоторых регионах, то есть вот это вот изобилие скота и рождаемости двойни, скажем, часто, очень много. Как-то вот природа начинает вот это вот оздоровление, но и кроме всего прочего, ведь я уже говорила, что волк, да, лют, он один из священных зверей Велеса, который сопровождает его. Естественно, а Велес, он покровитель животных, мира животных, зверей, птиц. И он следит за популяцией и оздоровлением леса и животного мира. Если бы оздоровление не происходило время от времени, человек бы просто истребил полностью природу. Человек, он ненасытный и как бы алчный, поэтому сами понимаете, что бы произошло. Так, Москва область. Значит, ну, Москва это всегда центр, вы знаете, что всякие
встречи, политические саммиты. Ну, об этом. Да, кстати, саммит политический еще один пройдет в Казани. А второй Екатеринбург, скорее всего. Значит, дальше. Но то, что нападения в школах, это я уже говорила, но более всего будьте осторожны. Тверь, значит, Тамбов, Самара, Киров, Челябинск и Курган. Вот эти города. Этот год тоже очень опасный для больших грузов, как и 2 года назад, но сейчас больше. Трасса Е95, Москва-Питер, насколько я помню. Трасса Саратов-Москва, Казань-Москва, Ярославль, Владимир и Тверь. Дальнобойщики, будьте очень осторожны. Это сеть одной банды, которым будет руководить сын одного генерала. Найдут не сразу, может быть, к концу года. Но в течение года террор на трассе будет часто. И имитация аварий больших грузов, и кража, значит, вот этого всего, как его, имущество, все, что возят. Воспользуйтесь лучше, есть определенные дорожные службы, сопровождающие. По-моему, даже в полиции есть платная какая-то такая служба, сопровождающая грузы. Насколько я знаю, у них такая услуга была. Ну, точно так же, как охрана домов и прочее, да? Воспользуйтесь. Лучше как бы потратиться, но живым вернуться назад. Очень осторожно для тех, кто собирается в дорогу. Так. Частые взрывы на дорогах в Москве. Разные причины. Машины взорвались, что-то упало, взорвалось, газ где-то. Почему-то газовая труба или что взорвалось рядом с дорогой, что ли, вот что-то такое. Взрывы вот именно вот различные природы. Дальше. Наша, значит, Новороссия. Новые регионы, которые присоединены. Во-первых, Запорожье потихоньку освобождается. Еще 3 очень такие значимые победы. Для тех, кто не слышал первый раз, еще раз повторю. Весной этого года начинается уменьшение уже боевых действий. К осени постепенно, не скажу, что полностью заканчивается, но, по крайней мере, к осени уже как бы определенность будет некая. Хотя там войска еще будут стоять, и время от времени провокации будут случаться. Год шумный, но он больше шумный как бы из-за народных волнений, из-за всяких бунтов по всему миру, волнений, нападений друг на друга, не знаю, что там, бунты там всяких рабочих, работников, таксистов, фермеров, и везде от Европы до вот Иран, пожалуйста, Ирана, и заканчивая всем миром, в России тоже. Но именно в военном отношении вот
как ни странно, Донбасс будет спокоен. То ли они выдохлись, и у них нет уже этой силы, то ли уже не считают нужным вкладывать миллиарды на убыточную войну. Ну, по крайней мере, будет спокойно, относительно спокойно. Если так можно сказать, конечно, про военную зону. Но относительно спокойно. Есть, могут быть смерти, единичные случаи. Опять говорю и понимаю, что это кощунственно, потому что единичная – это жизнь человека. Хоть одна жизнь, хоть сколько – это жизнь. Это чья-то жизнь, чей-то ребенок, чей-то муж, отец или дочь и так далее. Но в любом случае, если взять по сравнению с другими годами, не так часто и много эти нападения. Какой-то университет откроется в Донбассе. Большая больница открывается для реабилитации, вот именно для людей, которые потеряли руки, ноги и прочее, получили увечья, протезирование, центр и прочее. Мирный там относительно, мирный. А вот про наши границы, именно российские границы непосредственно с ними, я уже говорила, осторожность надо соблюдать. Особенно в тех местах, где я предупреждала. По всем как-то селениям, таким районным центрам и так далее, основных таких вот регионов больших в России, начинается постройка каких-то там современных клубов для нужд села. Это можно назвать, то есть место, где дети будут обучаться, какие-то кружки и прочее, прочее, но и в то же время залы для свадеб, для поминок, ну, в общем, залы специально такие отведенные, которым люди могут пользоваться, когда им там нужно подавать заявку в администрацию и как бы на свадьбу, на иные нужды бесплатно воспользоваться этим залом. И самое интересное, почему-то стеклянные вижу. Вот именно вот однотипные такие стеклянные, большие какие-то, даже не совсем дома культуры. Я даже не знаю, как это более... Раньше это называли хлебные дома в селениях в царской России. То есть там, где пищу принимают, то есть где там поминки справляют, где свадьбы, специальные залы, чтобы у людей была возможность не дома или не в ресторане, а именно вот таких вот отведенных местах, где и посуда была, все на свете, только потом нужно было это все помыть и как бы под руководством, контролем кого-то это все сдать назад. Дальше. Сургут. Сургут и область. Это Ханты-Мансийск. Частые нападения медведей. Особенно на вахтовиков, особенно где вот эти все, значит, добыча, где вот эти все вышки стоят, где рабочие городки посреди тайги. Будьте очень осторожны, не ходите в одиночку в лес и вообще будьте осторожны. Вот в этом регионе нападение. Еще нападение еще. Сейчас скажу. Тверь, возле трасс этих платных дорог. Там часто нападение медведей. И даже появятся в Московской области, да. Они-то есть где-то там, должны быть недалеко у нас Тула все-таки. Но вот такое вот кочевье какое-то происходит животных, понимаете?
Слава богам, единственное, что бешенств не видно у зверей в этом году. В этом году очень здоровое, очень такое добротное потомство. Меньше смертей, больше. Вот как будто год, который даст такой толчок и на несколько поколений обеспечит вот это вот звериное семейство. Это, с одной стороны, конечно, хорошо, что оздоравливает природа, но, с другой стороны, потом вымахают деревья за год так, что вы просто удивитесь. Вот деревья, которые были посажены, скажем, год назад, они медленно должны расти, естественно. Они вымахают, и многие начнут бояться этого, потому что земля будет теплая. Вот когда снег растает, землю увидите, или даже зимой, если увидите где-нибудь землю, подойдите, вот положите ладонь на землю, земля будет теплая. Внутри происходят какие-то процессы, очень сильно меняют структуру земли. Они греют, прогревают корни, питают, и деревья вымахают даже зимой. Огромные деревья станут. Кто живет возле леса? Понаблюдайте. Лес такой огромный станет, большой, непроходимый, что в какой-то момент вы даже удивитесь, что неужели это то место, где я столько лет живу. Это хорошо. Природа наконец-то начала думать о себе. Дальше. Будут посажены новые сорта деревьев вокруг трасс по всей России для очищения воздуха. Вот не могу сказать, какой, наши деревья, только они как бы привезенные из тайги. Таежные деревья здесь будут посажены. Подмосковье, не знаю, Тверь, Петербург. В Питере откроется какая-то мемориальная доска, но не людям, а, может быть, собакам, участвующим в 40-е годы в боевых заданиях. Ведь они тоже перетаскивали эти все провода. Многие из них героически погибли, не меньше, чем люди. Может быть, коням и собакам. Может, то есть вот такие вот истории. И вот какой-то мемориал откроется. По мотивам очень известного рассказа, повести, основанной на реальных событиях. Проследите. Дальше. Остерегайтесь в этом году психов с ножами. Остерегайтесь людей, которые ведут себя неадекватно, они могут прыгнуть с балконов, много таких падений. Да. Вы понимаете, запрещенные вещества очень интенсивно распространяются, к сожалению. Купят нашу молодежь. Нападение на квартал определенных товарищей, продающих эту смерть. Да, которые никогда налог не платят, но у которых огромные дома. Здесь и там постоянные нападения на их дома, на их поселки. С ножом остерегайтесь, народ. Очень много в этом году больных на голову людей, которые будут ходить с тесаками, с ножами, с этими садовыми этими ножницами. Кусачий год. Острое, клык. Опасно в этом году. То есть именно связано с ножами. Поножовщин очень много. Если вы видите, знаете такое, у кого пистолет, кидайся на него, а от ножа беги. Только таким образом можно спастись.
Когда нож, надо убегать. Когда оружие, надо делать вид, что подчиняешься, кинуться и забрать. Ну, если есть возможность, конечно. А нож, вы прекрасно знаете, что это самое страшное оружие. От пули можно спастись. Пулю могут вытащить, пуля может застрять в кости, не пойти дальше, и человек спасется. От ножа нет, особенно удар в живот, там, где все сосуды кровеносные, все это все. В редких случаях спасаются люди, поэтому... Но кровь – это жидкость, то есть это сила жизни человека. Потеря крови, потеря жизни. Учите детей быть очень осторожными. Определять, если тянут руки куда-то в карман или куда-то, подростки, взрослые мужики, даже старые деды вот так будут вести себя неадекватно. Не садитесь в лифт с человеком, если внутренний голос вам будет что-то говорить, потому что ваш внутренний волк, вот тот самый люд, первозданный, первобытный зверь, который внутри каждого человека, он подсказывает «беги» или «нападай». Он будет очень громко говорить внутри вас. Прислушивайтесь к себе, чтобы потом не пожалеть. И никогда не переживайте, а что подумает человек, скажет, что я ненормальная, вроде вот он уже ничего не хотел. Плевать на него, что он там подумает, понимаете? А если это опасно? А если он искалечит вас? А если тыкнет в глаз, и вы лишитесь глаза, или лицо изуродуется на всю жизнь? Вы подумайте об этом, а не о том, насколько это неприятно или там неудобно и так далее. Просто вы поднимайтесь, я еще буду ждать. Да не бойтесь, девушка, я нормально. Да ничего страшного. У меня принцип такой. Я не поднимаюсь с мужчинами. У меня такое воспитание, извините. Или ребенок. Нет, мне дома сказали, чтобы я один только поднимался. Не надо стесняться. Такие люди всегда давят на вашего, знаете, внутреннее такое, как бы, воспитание. Вот неудобно же как-то человека. Ну как? А вдруг человек подумает, что... я какой-то ненормальный. Вам плевать, что человек подумает. Вы его увидели один раз и, может, больше не увидите. А жизнь дороже. И тем более, если человек настаивает, тут что-то нечисто. Берегите себя, своих детей, свою жизнь. Я еще сделаю прогноз про остальной мир и дам вам работу. Не переживайте, вы успеете еще провести, потому что это можно провести в течение всего года, даже не один раз. Поэтому я стараюсь дать вам такие работы, ну, которые уникальны, которые можно использовать постоянно, не один раз в год, но которые в этот год особенно сильно будут работать. А теперь я выложу, потому что наконец-то сегодня уже досняла третью часть. Но я сейчас все это соединю и загружу на канал. И пойду дальше работать. Мне нужно за эти дни все это снять, вам подарить и, собственно, спокойно уже дальше существовать. А в течение года вы будете убеждаться и видеть, как это все сбывается. Оно уже начало сбываться. Не зря же могу и все активизировались и побежали делать прогнозы. Просто эти люди знают, что все, что я говорю, происходит. Друзья мои, это не я говорю, не я так хочу. Я могу добавить какую-то воспитательную часть, я могу как историк, как человек образованный объяснить вам вот то, что мне пришло, это видение, что это могло бы значить. Я объясняю себе и вам, что мне показали. Но это не я хочу, чтобы так было, или не хочу. Если бы я знала, что все бывает, как я хочу, я бы сказала, что вот сегодня всем раздадут по $1 миллион, и пусть будет так. Увы, или к счастью, не так, как я говорю, и как я хочу, как должно быть. Мне это дано, и это доказано временем, людьми много лет. Поэтому хотят этого признать люди, не хотят, это уже их дело. Если бы я ходила по этим шоу, может быть, меня знали бы больше людей. Понимаете?
поскольку я не люблю эту дешевую славу, она не приносит ничего хорошего, это незаслуженная слава. Ты идешь, и сразу тебя узнали, и сразу как бы много людей. Я не люблю, когда топчутся своими грязными галошами в моей душе. Что, почем гадание и прочая хрень, которую мне пишут. Мне стоило больших усилий за столько лет воспитать того зрителя, которого я хочу видеть. И лишних людей я не хочу. А если приходят новые люди, они должны изучать, только после этого выражать свое мнение, писать мне. Они должны изучать. Они должны понять, что здесь происходит, что здесь за канал и что здесь за человек. Мне случайные пассажиры не интересны. Вот поэтому, пользуясь случаем, что я не хожу по всяким этим пустым шоу, и я всегда отказываюсь. Мне очень часто писали, я не хочу ни на телевидении какой-то, ни на ТНТ или какие-то там каналы. Не хочу, я не люблю это все, эту толпу. Мне это не нужно. Понимаете? Но они-то ходят туда, и вот они просто, немного переделав мои слова, туда разносят, и людям кажется, что это, ой, какие вот действительно сбылось. Так сбылось то, что я сказала, а не она. Но эта дешевая слава тоже ничего хорошего не приносит. Мы уже знаем, да, такие случаи. Очень быстро заканчивается. Все, друзья мои, всем удачи и всех благ. И надеюсь, что мои предсказания вам помогут правильно прожить этот год и извлечь уроки. Всего хорошего.